Да, привет. Привет. Ну как настроение? Отлично. Что скажешь? Особенно не ожидал там встретить дятла своего. Но я же говорил, что обычно все это приходит внезапно, там, где не ждешь. Как правило, всегда так происходит. Ну да, прошло 2 суток, я такой думаю, ну ладно. Ну ты же ее А, на конкурс выставлял во Flickr Social, да? да, 10. Даже Ясно. не двое. Я, короче, выдержал его 2 дня, ну как обычно, а Угу. потом начал пихать во все группы, потому что Угу. подумал, что он уже никуда не попадет. Ну вот видишь, тебе повезло. Почему я говорю, что надо статистику собирать, алгоритмы меняются каждый год. И вот сегодня я начал листать Explore, листаю и понимаю, что я вижу огромное количество фотографий с дрона и огромное количество фотографий топовых фотографов. Я понимаю, что это конкурс. Потом смотрю, пролистал там штук 50, смотрю фотографии от подписчиков, ну как бы человек, у которого 100 просмотров и один комментарий мой, больше ничего нет, и он в Эксплоре. За ним идет человек, у которого 70 тысяч просмотров, эта фотография уже в Эксплоре была, и она видна на конкурсе с айсбергом. И он туда попадает. И я понимаю, что сегодня День Земли. То есть они 22 числа, на самом деле, праздник, но они под 26 это решили сделать, под 27. Поэтому я думаю, что всю неделю сейчас будут эти фотографии. У меня был вариант, я рассказывал тогда, когда был конкурс селфи, у меня 3 фотографии попали в один день. Это рекорд абсолютный. В один день 3. Я даже видос записывал. Но Поэтому это тогда еще, когда алгоритмы были, ну, нет, нет, довольно странные. это уже в прошлом году, когда Flickr начал делать конкурсы. Это началось с прошлого года. У них до этого конкурсы были хаотичные, а потом они стали делать каждый месяц. И у них один месяц был конкурс селфи. Я сделал одну работу, я видос записывал в отражении в зеркале, другое отражение в зеркале на улице, и еще одно у меня еще что-то было селфи. Но они все такие необычные. И я так листаю, первая, вторая, смотрю, у меня там вторая в этом. Причем это в разрез с графиком. То есть я думал, что если как бы у меня попали, соответственно, у меня сбился график, и мне надо отсчитывать от этого дня. Оказалось, нет. Эти фотографии зашли вне графика, соответственно, на свой график 16-дневный я получил опять Explore. Почему я и говорю, что вот тебе надо зацепиться за вот этот первый твой Explore конкурсный. Вот 16 дней, считая сегодняшним. Ну, ты к этому дню прибавляешь 16. Тебя распознали как птичника, то есть алгоритм тебя распознал. То есть он не взял у тебя там пейзажную фотографию, не взял там еще что-то, он взял именно конкретно птичника. То есть он видит, что у тебя птицы. Поэтому тебе обязательно надо птицу какую-то крупную сделать, крупную желательно. Видишь, он мелкий не берет, он крупный, я то, что и говорил. Потому что мелкий ракурс, это очень сложно попасть в Explorer, если ты уже давно в нем живешь. Поэтому так. Так что сегодня ни одной работы нет случайной, даже в самом днище. Я в самом днище сегодня. Я, в принципе, пока там все просматривал, комментировал, смотрю, у меня там сыпется сообщение. Я понимаю, что, наверное, какая-то моя тоже залетела. Но я, в принципе, вот у меня она была просто открыта. То есть я ее не выкладывал отдельно, да. То есть, когда ты выкладываешь, дата-то он все равно видит. И если смотришь открытые, то она у меня 21 года сделана. То есть, а когда она добавляется в ленту, ну, понятно, что когда я открыл. Ну, это недели 2-3 назад было. Но я другие тоже добавлял несколько в этот конкурс. Угу. Блин, прикол, если несколько дней подряд будут фотографии Ну, попадать. вариантов мало, потому что сейчас, ну, Flickr немножко вырос, все-таки уже больше 100 тысяч в Эксплоре, соответственно, там уже десятки миллионов. Ну и люди как бы приходят новые. Но видишь, преимущество то, что я говорил, он сейчас поддерживает новых авторов. То есть если раньше автор новый, чтобы там ему как-то в Explore попасть, ему там несколько сотен фотографий надо сделать, или несколько десятков очень качественных. То сейчас, видишь, даже берут людей, которые только начинают. Ну, там я смотрю иногда люди, какие фотографии в Explore попадают, у меня там все переворачивается. Плюс там раньше это было, я говорю, 250 минимум набрать за сутки. То есть, если ты 250 не набрал, ты в жизни никогда не попадешь в Explore. Но потом они это отменили, сейчас ну, люди-то по 50, у меня там, по-моему, рекорд был недавно 30, да, я нашел, опубликовал. По-моему, 16. Или 16, да, просмотров. Ну, это вообще за... Но у 16 был про аккаунт. А, про аккаунт был, да? Ну, Да, может быть, да. а не про там был 50. Ясно.
Мне сегодня корону повесили, видел, да? А, Это они, это... Слушай, Дима, а как ты нашел Flickr? Расскажи мне историю. фу. Я не помню, с чего началось. Ну, я искал другие соцсети альтернативные, потому что вот эти новые, которые появились, ну, меня вообще никак не привлекли. Ну, вот с этого и началось. То есть ты искал целенаправленно, или тебе кто-то подсказал, что есть такое? Или в соцсети где-нибудь увидел, нет? Я помню, что я искал какие-то еще варианты. И вот про Flickr и про 500 пикс я услышал, и, по-моему, от тебя услышал. А Flickr я выбрал рандомно, думаю, так, как-то название поприкольней. То есть на Ютубе смотрел, да, тоже? Да, да, на Ютубе. То есть видос мой на Ютубе про Flickr видел? Ну да, я, наверное, с него и как раз на Flickr и решил. Слушай, а какой видос, не подскажешь, какой видос был? 9 ошибок или просто почему Flickr? Какой-то старый, слушай. Ну, у меня там, в принципе, старый. Flickr Типа старый, там, если, да, заходит. Типа там, зачем нужен Flickr Да. в 2020 году, Ну, что-то это у меня, такое. я понял, самый старый, самый популярный, ясно. Вот, наверное, да, самый старый я и увидел. Понятно. Вот. Ну, привлекло то, что фотографии выкладываются в полном качестве. Зашел без регистрации, просто каким-то образом попал на какую-то ленту, полистал. Flickr River, да. По-моему, на Explorer я зашел просто как гость. Ага. Вот, полистал, думал, классно. На Фликере. Да, впечатлился качеством? Ну да, и впечатлился трендами, то есть обычно там везде там сиськи, жопы, я поел, я посрал, а тут, нифига себе пейзаж, еще один там, еще что-то такое. Ну вот, и понял, что это как, совершенно, другие люди как будто. Ну и, опять же, не такая она динамичная, то есть можно сфоткать, выбрать лучшую фотографию, обработать, выложить ее там через несколько дней, а не как вот, не Крутилова, да, инстаграмовная. Там, да, типа не сегодня выложить надо то, что сегодня поснимал, иначе уже неинтересно. Вот, то есть именно такая, как мне показалось, соцсеть для творчества. Ну и качество понравилось. И еще смотрю, приложение есть. Думаю, класс. Вот. И все работает без всяких костылей. Ну и, в общем-то, вот так. Слушай, а ты регистрировался в приложении или на компьютере? По-моему, изначально просто, с телефона, без приложения. Chrome. Ты в Chrome зарегистрировался прямо с Android, да, я так понимаю? Да. Я почему спрашиваю, потому что 2 года назад и до этого невозможно было зарегистрироваться во Flickr ни с iOS, ни с Android. Это было очень тяжело, и, соответственно, возможно было только с компьютера. 4-5 я помню, лет что назад, получилось да. не с первого раза. То есть 5 я лет отправлял назад, запрос. вот когда я заходил, зарегистрироваться во Flickr можно было только имея Yahoo почту. Даже с Gmail ты не зарегистрировался бы. Почему я говорю, что такой прогресс? Что вот на момент, когда я записывал видосы, человек просто не знал, как зарегистрироваться во Flickr. То для этого нужно было обязательно создать Yahoo почту, потому что Flickr тогда принадлежал компании Yahoo. Знаешь, поисковик такой, да? Ну да. Потом, слава богу, все прошло нормально. SmugMug купил Flickr, и, соответственно, они переехали на Amazon сервера, самые крутые. Ну и, соответственно, теперь уже можно даже с Android точно можно зарегистрироваться. С iOS, я думаю, что вполне возможно, я просто не пробовал с iOS. Ну что, могу поздравить тебя. Ну да, спасибо, довольно интересное занятие. Да. То есть здесь самое главное, я говорю, что вот когда ты уже зашел, чтобы не тратить время впустую и не в холостую, да, потому что я вот рассказывал недавно, тоже человека нашел, такой интересный стрит снимает, черно-белый там и цветной, в основном черно-белый, очень стильно все, но человек зашел в Explore там, по-моему, осенью, так и не понял, что было, никому ничего не писал, его там накомментировали, он даже ни ответа, ни привета. Соответственно, ничего не делает, у него, грубо говоря, там меньше 100 подписчиков, по-моему, или 100, что-то такое. И он хаотично выкладывает, у него ничего не растет, комментариев нет, он сам никого не отмечает, ничего не пишет. В этом плане, конечно, там грустно все, когда вот нету информации, люди не знают, откуда брать, да, и, соответственно, видишь, что автор классный, но ничего сделать не может, потому что он не понимает, что делать. Я видел, да, такие аккаунты, на фотографиях по 50 просмотров, потом смотришь, в Explore попало, там 3000.
Ну да. Потом следующая фотка опять там 50. Я Ну, написал, говорю, о, класс, в Explore. Она говорит, а я не знаю, это по какому принципу, я ну уже да, и не слежу за этим. Вот так. да. Вот для этого, в принципе, я и канал открывал, потому что когда я понял, что вообще ноль информации русскоязычной, и людям это реально интересно, и вокруг меня много знакомых фотографов, потом они тоже пришли в Explore, там некоторые из них, некоторые были, ну, в смысле, во Flickr, некоторые были, но не знали, как это работает тоже. Ну, и сейчас уже, в принципе, это нормально, то есть я... Потому что когда информации нет, ну вот, тяжеловато, тяжеловато. Понятно. Ну что, будем наблюдать. Ну, по большому счету, если ты в серединку зашел, ну, ты, по-моему, даже выше середины зашел. Тебе не Там присылал что-то? примерно 170 какое-то место, что-то А, то есть такое. вторая Я так... сотня, да? Ну, это Мгм. хорошо. Это вторая сотня, это минимум у тебя сегодня к вечеру по американскому заходу, когда вот опять они проснутся вечера, соответственно, они где-то раскочегарятся к 10 вечера нашего, и к следующему утру всю ночь ты будешь набирать американские просмотры, тем более конкурсные. Я думаю, что к завтрашнему утру у тебя, ну, как минимум 7 тысяч будет. Если будет 10, то хорошо. То значит, А мне, кстати, днище интересно. Я вот сегодня как раз я и листал, бегал, думаю, начну со дна. То есть посмотреть, ну, сколько мгм, просмотров у фотографий, которые на самом дне. Вот. Ну и обычно, когда фейвишь их, эти мгм, авторы, они как-то более благодарны, как мне да, так показалось. и есть. Это нормальный алгоритм абсолютно. Ну вот, и я листаю, 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 блин, смотрю он, думаю, ой. Там нет днища. Там нет днища. Сегодня не было. Сегодня конкурсные, поэтому сегодня внизу даже были по 50 тысяч просмотров. Поэтому сегодня перемешка это как мешанина. Она отобрана машиной, причем по принципу не рейтинга. То есть сегодня, почему интересно, что сегодня люди, у которых, я говорю, что человек 100 просмотров, у него там маленький аккаунт, и он сегодня в середине. За ним идет человек, у которого 70 тысяч, это топовый фотограф, и они рядом стоят. Поэтому это, Но у конечно, Дятла было где-то 150 просмотров, да. вот до того, как он попал. И то это за счет того, что У меня было, я тебе скажу, сколько, 109. У меня было 109 на этой фотографии, которая, в принципе, если бы я вот так открывал ее, да, у меня есть такая же открыта, но в другой обработке. Она там 109 набирает там за 3 часа, когда я выкладываю такого качества. Мгм. Поэтому то, что она там в самом-самом низу, там, по-моему, на 400 какой-то позиции, да мне не принципиально было, потому что это конкурсный отбор. Там я говорю, что в конкурсном отборе чем хорошо. Вот эти работы, которые в конкурсном, они пойдут не только во Flickr. Сейчас Flickr индексируется с Google поиском. Поэтому если какой-то там человек решит, что нужно опубликовать какую-то статью или дать какую-то ссылку, из этого сегодняшнего Explorer могут попасть любая работа в какое-то издание там, или еще куда-то, или на какой-то сайт ее возьмут. То есть почему вот конкурсы, я об этом говорю, это даже не Explorer. То есть это выше по рангу Explorer, потому что там возможности другие. Это официальные как бы фотографические события года мирового. Конкурс День Земли. Но поскольку Flickr топ, соответственно, он там будет. Наверняка будут какие-то победители. Я думаю, что их озвучили, может быть. Не знаю, в блоге не смотрел. Но там, по идее, должно быть 3 победителя, как минимум. Ну, может быть, они даже без призов будут, но факт то, что их засветят, и они как бы будут точно в топе, их там потом обзовут. Вот. В дискуссии, это на дискуссии этого Flickr Social. Ну, что можно сказать? Круто? Так что и здесь, вот почему под первые впечатления всегда сильные, да? Потому что они потом, конечно, изменятся Фликеру. То есть понимаешь, что это работа все-таки такая, требующая дисциплины. Ну, у тебя она есть. У тебя она есть. Но первое впечатление самое сильное, и оно всегда и у Сергея, и у Павла тоже был такой. Ух!